Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. События ближайшего будущего. Таро расклад. Таро прогноз на неделю с 13 по 19 мая. Давайте узнаем, каковы же подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, что подсказки какие-то все же вы получите, или мы с вами проведем приятное время. Кроме того, приглашаю вас и оставлю ссылку в описании под видео прочитать статью на моем сайте, именно планетарный гороскоп на май месяц, потому что для вас замечательно и очень знаковое время посмотреть по асценденту, что по звездам, по планетам, какая конфигурация именно складывается для вас, и просчитать свои дальнейшие действия. Думаю, что это будет тоже полезно. Мы же идем дальше. Первая карта. Что важно знать на эту неделю для вас, мои дорогие близнецы? Чего не избежать? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? Может быть, вы чему-то не придаете значения. Или кто-то скрывает. Дело, работа, бизнес. Смотрим энергии. Энергия денег, финансы. Личная жизнь. Что же для вас, мои дорогие близнецы? Вот есть какая-то задача для вас, где вам нужно быть аккуратными, хитрыми, изворотливыми. Может быть, есть и история какая-то, из которой надо выйти, как сухим из воды. Могут быть и люди в окружении вас, которые не говорят правды, а как-то вот ту или иную историю. У кого-то попросту, чего-то мелкого даже ведь может касаться. Но здесь у человека явно преследуют свои интересы больше, нежели ваши. Эта карта называется еще и карта вора, как ни крути. И поэтому к сумочкам, кошелькам, к паролям аккаунтов, к электронным платежным системам будьте внимательны. Какой-то вопрос нужно будет додумывать, знаете, с одной стороны до мелочей, с другой стороны задавать себе вопрос, а что я буду делать, если что-то пойдет не так? Или что я буду делать, если меня подведут люди, если у кого-то из вас конкретный вопрос, вы хотите что-то осуществить, а он зависит, или он в проекции не только ваших действий, а еще это взаимодействие с людьми. Тогда точно есть смысл продумать, а не спрыгнет ли с какого-то проекта конкретный человек или выполнит ли обещание. И здесь может быть по-разному. Поэтому будьте на страже самого себя, своих дел, своих начинаний, своих финансов, своих энергий. Одним словом, где-то быть больше великим манипулятором, готовым к тому, что люди могут подводить и не говорить всей правды. Все же это у нас позиции. Что важно знать? Неожиданности. Есть тот человек по королю Пентаклей, который вам желает добра. Для кого-то буквально может быть человек, рожденный под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. И не важно, что этот человек, не обязательно мужчина будет. Мы не рассматриваем по полу всю же карту в этих энергиях. Это можете быть и вы сами. Или спросили неожиданности. По этой карте это вы сами можете организовывать свой быт, улучшать жизнь, решать вопросы по части недвижимости или то, что сопряжено с документами и финансами, деньгами. Все то, что касается вопросов в целом благополучия нашей конкретной земной жизни, земных где-то радостей. И здесь какая-то ситуация, вот я так думаю, взаимосвязь между этими двумя картами, что какой-то вопрос либо задерживается, либо как-то, шло прямо, а тут теперь с какими-то поворотами, с какими-то зигзагами, не так быстро, как вы бы хотели, с одной стороны, или как-то есть человек, который вам, вы на него либо не можете положиться, либо он от какого-то дела может увильнуть. Поэтому надейтесь сами на себя. И в неожиданностях все должно быть проверено. Если это документы, то подписи, печати. Если это банковские вопросы, значит там
Тоже нужно документ проверять, читать мелким, крупным шрифтом. Предельное внимание вам явно не помешает на этой неделе. Чему сейчас не время? Я бы так сказала, по карте короля кубков, правда, мои дорогие близнецы, раз у вас уже есть два короля, как будто будут вопросы, когда вы отправитесь либо к чиновникам, либо в какие-то инстанции, может быть и в банке, что-либо согласовывать, или официальные какие-то лица, когда тоже вам нужно именно решить вопросы финансов и личной жизни. Все же по королю кубков есть какая-то конкретика, материализм, а есть еще эмоции. И вот не время смешивать одно и другое. Будьте рациональны. Вы интеллектуалы, но, может быть, кто знает, эмоционально что-то вас может зацепить, когда эмоции возьмут вверх. А короля кубков как раз и отличает, что он умеет зерна от плевел очень четко отличить и где-то не соскользнуть в эмоции. Вот это будет вам помогать. Но если они возьмут над вами верх, вот этому будет не время. И что вам помогает? Вот смотрите, 13-й старший аркан. Это, я надеюсь, все правильно понимают. Это карта трансформации. Где-то изменить самого себя. Может быть, у вас как раз это сейчас стадия жизни, когда вы что-то реорганизовываете, как свою жизнь, или пытаетесь упорядочить какой-то вопрос, или решение вопроса, или меняете место жительства, и вам нужно реорганизовать, опять же, как и согласовать по документам, так и буквально куда-то переехать. Какой-то жизненный этап для вас, мои дорогие близнецы, он остается уже в прошлом, и вам это помогает. Поэтому, что еще помогает? Когда мы не оглядываемся назад, когда мы живем, но отчасти где-то одним днем, решаем злободневные вопросы, которые у нас сегодня присутствуют, не пытаемся что-то сравнивать с прошлым, но и предельное внимание. Искусство мелких шагов вам помогает, и я могу предположить, какой-то вопрос, может быть, и задерживается. Тут все идет своим чередом. И что вы хотите осуществить? У вас получится, но в свое время. Но действовать нужно в каком-то совершенно другом ключе. Все же, когда выпадает 13-й аркан, если мы будем использовать прежний шаблон или тактику, у нас тогда не получится. Примите это к сведению. Что скрыто? Победа какая-то у вас, причем такая грандиозная, буквально мир. По этой карте это последний старший аркан. Мы получаем заслуженное, мы получаем то, к чему стремились. И к чему вы стремились? Лавровый венок. Кто хотел быть популярным? Пожалуйста. Кто хотел решить финансовые вопросы? Пожалуйста. Кто хотел переехать? Тоже здесь нет ничего невозможного. Но обратите внимание, это в позиции скрыто. Вот пока искусство мелких шагов вам помогает, вы пока можете не видеть конечный итог или получение желаемого, он у вас уже практически в кармане. Но по карте мир, кстати, нам тоже говорят, это не теперь, это все же какая-то дистанция. То есть путь пройти еще какой-то вам придется. Согласовать, может быть, документы или реализовать свою мечту, осуществить свою цель. И на этом пути вам придется хитрить, изворачиваться, может быть, все же вверху, семерка мечей. Или принять во внимание, что какие-то документы не будут быстро подписаны. Или для себя закрыть какие-то вопросы из прошлого, чтобы вздохнуть свободно. Но и люди будут встречаться разные, поэтому если что-то задерживается на этой неделе, не тратьте свои эмоции, не пытайтесь быстро как-то решить те вопросы, которые по умолчанию не могут быть решены в короткий срок или которые зависят не от вас, мои дорогие близнецы. Помните, что вот эта карта мир, когда нет ничего невозможного, в позиции у вас скрыто. Дела, работа, бизнес. Но процесс перемен все равно запущен. Правда, постепенно вы набираете темп. Есть еще и те вопросы на этой неделе, которые могут быть. Все же колесо фортуны – это быстрая смена обстоятельств. Может быть, вы услышите какую-то новость от конкретного человека, кстати, в неожиданностях.
и вам придется вносить коррективы в собственные планы. Или как-то быстрее. Все равно вот есть такой момент, что вы хотите что-то осуществить быстрее, а что-то у вас может именно пробуксовывать. Так вот, примите к сведению, мои дорогие близнецы, двоякая неделя. Что-то может притормаживаться, а какой-то другой вопрос, наоборот, ускоряться. Все же по колесу фортуны всегда проходит ну, какая-то реальность нашей жизни, которая появляется внезапно, спонтанно. И куй железо пока горячо. Потому что есть тема, которую вы не сможете отложить на потом. Есть то, что и убыстрить невозможно. Все идет своим чередом. И не так быстро. Но есть и то, когда придется, может быть, куда-то отправиться. Или быстрее согласовывать какой-то документ. Или какие-то переговоры вести. У каждого по-разному. Может быть, это в личной жизни касается, когда не упустить тоже чего-то время будет для вас со знаком плюс. Ну, у каждого свои задачи. И у вас 2 короля выпало, и кроме того у вас 3 серьезных старших аркана говорят о каком-то переломном моменте в том или ином вашем деле, вопросе, в теме, в той задаче, которую вы себе ставите. Финансы. Ну, понятно, по 5 мечей это первая победа. Не поругаться. Здесь могут быть с вами люди не согласны. Или есть тот вопрос, который вас не устраивает именно по финансам. 5 мечей это всегда недостаток. И по этой карте недостаток в первую очередь взаимопонимание, когда мы не смогли с кем-то договориться. Или, ну, какое-либо дело вышло не совсем так, как мы этого ожидали. И карта говорит только об одном. Не увеличивай дистанцию конфликта. У вас много положительного на этой неделе. Но и с другой стороны, есть то, что по финансам вас, ну, так не совсем радует. Может быть, вы рассчитывали на какой-то больший итог или на большую сумму денег. А здесь что-то, ну, либо задерживается. Карты-то говорят, что у тебя много положительных моментов на этой неделе. И если у вас есть какая-то история, которая касается ваших партнерских отношений, либо по работе, либо по личной жизни, карта все равно говорит, не увеличивай дистанцию конфликта, не пытайся кому-то что-то доказать, и это будет сопряжено с финансами. Это не получится сделать. Более того, какой-то вопрос ты не решишь, а потом тебе придется либо обращаться заново к этому человеку, либо эта тема воскреснет заново. Ну и придется себя как-то не совсем корректно либо чувствовать, неудобно, да, мы называем, либо, ну, с чего-то все равно начинать. Вот может помешать какой-то конфликт конкретно. И это будет где-то сопряжено с темой денег либо финансов. Личная жизнь, победа. Вот все равно победа есть. Посмотрите, какие прекрасные арканы. 21 аркан – мир, и мы сказали, нет ничего невозможного. И если есть какой-то проект, все то, что мы перечисляли по королю Пентаклей, я уже не повторяюсь, в части нашего благополучия. У вас, мои дорогие, победа. И поэтому, что вы себе задумали? Я понимаю, у кого-то это могут быть как смена статуса. Мы расстаемся с тем партнером, который, ну, в прежний период жизни уже взаимопонимание утрачено. И вы хотели что-то расставить по местам. Вот то, что лично вы хотите, мои дорогие близнецы, то, что просит ваша душа, у вас будет победа. Если это касается ваших планов по работе, по бизнесу, то победа будет дважды. 2 только момента ключевых, повторю. Что-то может у вас становиться на паузу или потребует от вас очень точечно выверенных действий, неспешных. А в каком-то другом вопросе вам придется поторопиться. Поэтому будьте мудры, суметь отличить одно от другого. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.